На Марс мы полетим только тогда, когда у нас будет все готово. Энергия будущего. В России создают принципиально новый ракетный двигатель, который позволит отправлять пилотируемые экспедиции к другим мирам. И ракеты для Марса. Молодые российские ученые получили премии за разработки по перспективным электронно-ракетным двигателям. Специалисты надеются, что ракеты с такими двигателями отправятся в межпланетный полет уже в обозримом будущем. Про двигатели, которые используют электричество вместо топлива, снова вспомнили, когда всерьез заговорили о пилотируемом полете на Марс. И сейчас вы увидите то, что никто еще не видел, кроме авторов проекта. Из специальной лаборатории репортаж Ивана Евдокименко. Нас уверили, что наша телекамера первая в стенах этой лаборатории за почти 40 лет ее существования. Сегодня день эксперимента. Вести его будут они, трое самых молодых сотрудников лаборатории. Леонид Захаренков, Александр Солодухин и Олег Твердохлебов. Выпускники Бауманского института, ровесники, 26 лет. Занимаются исследованиями электроракетных двигателей. Что это такое, объяснить просто и коротко им не всегда удается даже друзьям. Поэтому говорят о практической пользе. Благодаря таким двигателям на спутниках связи мы смотрим телепрограммы за 1000 километров от телецентра и пользуемся международной связью. А еще такими двигателями оснащены все корабли, участники «Звездных войн». Заметьте сходство. На экране сейчас настоящий электроракетный двигатель. Но на визуальном сходстве все и заканчивается. В земной атмосфере такие двигатели работать не могут. Эксперимент проводят в огромной камере, где создан космический вакуум. В пустоте нет звуков, и потому рев двигателей бывает только в кино. Вот так он на самом деле работает. У Олега Твердохлебова интерес к двигателям возник еще в детстве, но вовсе не от впечатления от «Звездных войн». Это были игрушки, в которых были электромоторчики, батарейки. Ну, то есть все всегда, нет предела совершенства, поэтому всегда это перебиралось, разбиралось, улучшалось. Двигатель работает на инертном газе ксеноне. Электрический заряд разгоняет ионизированный газ до скорости нескольких сот километров в секунду. При этом расход газа всего 5 миллиграмм в секунду. Такого баллона лаборатории хватает на год экспериментов. Небольшой запас рабочего вещества – основное преимущество электроракетных двигателей перед традиционными топливными. Российские специалисты считают, что пилотируемая экспедиция к Марсу может быть осуществлена только с использованием электроракетных двигателей. Если так вспоминать, то идея электрического ракетного двигателя, сама идея, еще Циолковскому принадлежит, ну, как идея. Если вот говорить о приоритетах, то электрические двигатели – это наш приоритет. Более того, на американском рынке конкурируют российские фирмы. Энергетические установки, которые понадобятся для межпланетного перелета, должны быть мощностью в сотни мегаватт. Это сборка из 3 небольших двигателей, макет установки будущего. Просто взяты совсем двигатели маленькой мощности по относительно тех, которые должны быть использованы для полета на Марс. Каждый двигатель здесь это всего лишь киловатт. Вот. Но основные принципы взаимодействия этих двигателей, которые мы изучим, мы можем собирать уже по 3 двигателя не из 1 киловатта, например, а из 10 киловатт. Тем самым 10 двигателей уже мы получаем 100 киловатт и так далее, и так далее. Они не знают, когда состоится полет на Марс. Быть может, лет через 15, а может и через 30. Но уже сейчас они знают, на чем туда можно лететь. На Марс мы полетим только тогда, когда у нас будет все готово. Иван Евдокименко, Александр Анненков, Первый канал.